Добрый день, мои дорогие! Добро пожаловать ко мне на кухню! Сегодня готовлю торт в виде корзины с тюльпанами. В основе торта пушистый и мягкий японский бисквит на молоке для рулетов и сливочно-сырный крем. Очень простой и вкусный. Я подкрашу бисквит соком шпината, чтобы он был приятного нежного зеленого цвета и соответствовал по цвету настроению торта. Но при желании бисквит можно и не подкрашивать. Можно готовить его без шпината, то есть просто на молоке, либо подкрасить молоко красителем. Я возьму примерно 80 граммов свежего шпината, возьму только листья, без ножек. Шпинат промою, залью крутым кипятком и оставлю на 5-7 минут. Переложу в чашу блендера. Волью примерно 50 мл молока и разобью в однородную массу. Можно использовать не только свежий шпинат, можно использовать и замороженный. В этом случае шпинат, конечно же, не нужно заливать горячей водой. Его просто кладете в чашу блендера и разбиваете с молоком в пюреобразную массу. Затем я процедила через мелкое сито, чтобы избавиться от мякоти. Итак, для бисквита нам понадобится по рецепту 90 граммов молока. Я возьму 90 граммов молока, подкрашенного соком шпината. Как вариант, молоко можно подкрасить красителем. 9 мелких куриных яиц, 180 граммов сахара, либо 180 граммов муки для тортов. Я взяла 160 граммов обычной белой муки и 20 граммов картофельного крахмала. Крахмал можно взять и кукурузный. 90 граммов растительного масла, пол чайной ложки соли, чайная ложка ванильного экстракта, либо полпакетика ванильного сахара, 4 грамма, и чайная ложка белого винного уксуса. Я взяла обычный столовый уксус. Куриные яйца разделяем на белки и желтки. Если точно следовать рецепту, то потребуется 162 грамма яичного желтка и 270 граммов яичного белка. Это к вопросу о размере яиц. Но точно взвешивать белки и желтки буквально до грамма не стоит. Смешиваем муку, крахмал, соль. Разрыхлитель в этом рецепте не используется, я ничего не забыла. К яичным белкам добавляем уксус и взбиваем пока без сахара до увеличения в объеме. Затем постепенно в несколько приемов добавляем сахар и взбиваем до устойчивых пиков. И поскольку мы добавляли уксус, пики будут вот такого вида, в виде птичьего клюва. Желтки слегка взбиваем. И затем постепенно в 2-3 приема добавляем молоко и растительное масло. Вмешиваем муку до однородного теста. Муку лучше вмешивать венчиком, чтобы тесто не переработать. Но как быстрый вариант можно и миксером. Только в этом случае коротко, быстро, на малых оборотах миксера. Добавляем в тесто несколько столовых ложек взбитого белка и аккуратно размешиваем. Этим белками мы слегка подразбавим тесто, сделаем его менее густым. Переливаем тесто в миску к белкам и аккуратно соединяем лопаточкой. Выливаем тесто на противень. Противень я предварительно застелила бумагой для выпечки. Размер моего противня примерно 30 на 40 сантиметров. Разравниваем. Противень можно пару раз вот таким образом уронить на рабочий стол, чтобы тесто легло ровно. Выпекаем бисквит предварительно разогретый до 145 градусов Цельсия духовки. Противень я ставлю в нижнюю треть. В моей духовке 5 уровней. Я ставлю на второй снизу. Выставляю нагрев вверх-вниз. Печется бисквит примерно 20-25 минут.
Готовность определяем легким надавливанием пальца на середину. Бисквит должен пружинить, палец не должен проваливаться. Свежеиспеченный бисквит перекладываем на решетку. Сразу же отделяем бумагу с боков и даем минут 10-15 подостыть. Накрываем чистым листом бумаги для выпечки, полотенчиком, переворачиваем. Отделяем бумагу, на которой пекся бисквит. Аккуратно сворачиваем нетугой рулет. Этим сворачиваем мы просто задаем направление, поэтому туго не сворачивайте. И в таком виде даем бисквиту полностью остыть. Остывший бисквит аккуратно разворачиваем. Снимаем бумагу, полотенце. Срезаем краешки, которые, как правило, бывают сухими. И нарезаем на полосы. Я ширину поделила на 4 части. В результате у меня получились 4 полосы шириной около 7 сантиметров. Бисквит пока откладываем и готовим крем. Для крема нам понадобится 300 граммов сливочного сыра. Я буду использовать сливочно-творожный сыр Альметте, 150 граммов сливочного масла, 150 граммов сахарной пудры либо по вкусу и пакетик ванильного сахара. Это 8 граммов. И масло, и сыр должны быть комнатной температуры. На масле должен легко оставаться след от пальца. Для крема сначала взбиваем сливочное масло с сахарной пудрой и ванильным сахаром. И затем аккуратно вмешиваем сливочный сыр. Сыр Альметте имеет нежную взбитую консистенцию, которая хорошо подходит для данного крема. Можно вмешивать миксером, но в этом случае действуем очень нежно, бережно. Либо можно просто размешать лопаточкой. В результате получается вот такой очень нежный, довольно устойчивый и очень вкусный крем. Сейчас крем теплый, он комнатной температуры. Когда он полностью остынет, он станет еще более плотным. Чуть больше половины крема равномерно распределяем по бисквиту. Вначале я положу несколько обрезков бисквита, чтобы первый слой легче свернулся. И затем вот таким образом накручиваем полоски по спирали. Чтобы создать плавный переход, можно последнюю полоску либо подрезать под углом 45 градусов, либо подложить обрезки бисквита. Ну а если действовать по всем правилам, то собирать такой бисквит нужно от краев к центру. То есть создать сначала замкнутую полоску по периметру и затем уже сложить улитку с бисквитом внутрь. Перекладываем улитку на сервировочную тарелку, устанавливаем кондитерское кольцо и ставим минут на 15-20 в холодильник для стабилизации. А тем временем подготавливаем печенье савоярди для корзинки. Измеряем печенье по полоске, по которой мы вырезали бисквит, и отрезаем лишнее, так чтобы печенье было чуть выше бисквита. Достаем из холодильника бисквит, снимаем кондитерское кольцо, оставленным кремом промазываем бисквит сверху и с боков. На крем приклеиваем печенье. Устанавливаем форму и пока убираем в холодильник. Для украшения торта готовим еще одну порцию крема. Для нее также возьму 300 граммов сливочного сыра, 150 граммов сливочного масла, 150 граммов сахарной пудры либо по вкусу и пакетик ванильного сахара 8 граммов.
Готовим крем абсолютно так же. Взбиваем сливочное масло с ванильным сахаром и сахарной пудрой и вмешиваем сливочный сыр. Чтобы крем было удобно отсаживать, нужно, чтобы он был не очень мягкий, но в то же время и не очень плотный. На мой взгляд, оптимально, когда крем будет чуть холоднее комнатной температуры. Поэтому после приготовления я поставлю крем ненадолго в холодильник. Готовый крем можно покрасить. Я красила гелевыми красителями. Часть крема покрасила в такой нежно-розовый цвет и часть крема покрасила в более интенсивный цвет, добавив немного фуксии. На пищевую пленку нанесла немного красителя. Слоем выложила розовый крем. На центр более интенсивно окрашенный крем. И свернула таким образом, чтобы яркий крем оказался внутри. На кондитерский мешок я установила вот такую насадку. Ее называют русский тюльпан. И положила внутрь подготовленный рулет с кремом. Достала из холодильника торт, сняла кондитерское кольцо и отсадила тюльпаны сверху. Небольшую часть крема покрасила в нежно-зеленый цвет. Установила насадку листок и отсадила листочки. Убираем торт на несколько часов в холодильник, чтобы он хорошо охладился. И наш торт готов. Спасибо, что были со мной, смотрели видео. И всего вам самого-самого доброго. До новых встреч, до новых видео.